Всем привет, добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Кто еще не успел подписаться, подписывайтесь. Многие меня потеряли. Я здесь также буду продолжать радовать вас раскладами. Для личных раскладов пишите мне на WhatsApp, либо в Instagram. Цена и номер, по которому можно со мной связаться, описаны в описании к этому видео. Так, давайте сегодня посмотрим на такую ситуацию, что происходит на сегодняшний день между вами. Загадайте своего партнера и поехали. Как настроен на сегодняшний день этот ваш партнер на вас? Как он на сегодня на вас настроен? Как вы настроены на этого мужчину? Скажу так, на сегодняшний день вы к нему настроены никак. Вы этого мужчину, он для вас уже не мужик. Вы на него настроены конфликтно, кто-то хочет даже ему отомстить. Почему? Потому что женщина здесь стабильная, женщина красивая, скорее всего, которая сделала сама себя. Этого мужчину вы знаете, что кроме агрессии ничего к нему не испытываете. Как этот мужчина к вам настроен? Мужчина решил здесь вам преподнести урок. Что самое интересное, на сегодняшний день вы пребываете в одной энергии. Кстати, не исключая того, это может быть мужчина, как ваш супруг, да, либо мужчина семейный, да, или даже мужчина такой, который имеет статус, да, в материальном плане. Этот мужчина выходит на сегодняшний день как вот ваш учитель. Он решил вам преподнести урок. Он хочет показать, что он для вас, вы показываете, что он для вас никто, а он хочет наоборот показать, что и ты особо мне не нужна. Но это идет манипуляция. Почему? Потому что он хочет вас победить и казаться выше, кем он на самом деле является, да, показать, что он в вас не нуждается, что у меня все прекрасно. Здесь мужчина на вас как-то, не знаю почему, почему ты хочешь этой женщине преподнести урок. Почему? Так, хорошо, сейчас посмотрим, как вы мне на это ответите. Почему он хочет вам преподнести урок? А он хочет опять в ваших глазах казаться тем мужчиной, понимаете, тем мужиком, что как вот значимый мужчина, для которого, чтобы вы помимо него никого здесь не замечали, чтобы вы хотели вернуть этого мужчину. Но на сегодняшний день он почему вас хочет этим наказать? Потому что вы этого мужчину отвергаете, вы не хотите его видеть, не слышать, вы на него с мечом стоите. Скорее всего, этот мужчина сделал неправильный выбор, и сейчас он хочет показать, что вот посмотри я какой. Это я от тебя отказываюсь. Но на самом деле это манипуляция. А что вы на это поведение отвечаете ему? Что вы? А вы знаете что? Кстати, женщина здесь молодец. Это к вам выпало. Женщина здесь намерена, женщина выбирает, выбор сделала в пользу себя, и в этих отношениях она больше не нуждается. Мужчина, скорее всего, таким способом хочет вас вернуть, это понятное дело, примирение, но вы здесь отказываетесь от прошлого. Вы вот сейчас выбрали путь исцеления от этого мужчины. Вы сейчас на сегодняшний день, даже у кого-то есть, может быть, выбор между прошлым и будущим, да, но вы здесь выбираете себя. Вы пытаетесь здесь сохранить свои эмоции, свои чувства под контролем. И тем самым, да, вы на сегодняшний день в нем не нуждаетесь. А его реакция на то, что вы не нуждаетесь в нем, какова реакция на него, на вас, у него? А вы знаете что? Реакция такова, он хочет, понимаете как, все равно ваши отношения здесь умерли. Он хочет, чтобы трансформация была, чтобы вы опять, понимаете, как вышли с ним на контакт. Вот он своим молчанием, да, я так понимаю, здесь мужчина сжег мосты, либо вы сожгли мосты, да. Соответственно, он своим молчанием, вот таким поведением, здесь, скорее всего, мужчина не действует в ваш адрес, да. Он хочет показать, что я, типа, не в тебе не нуждаюсь, ты давай сама действуй, выходи из этого положения как-то. Он вам демонстрирует, что все, я решил тебя оставить позади. Но это манипуляция. Что ты от этой женщины на сегодняшний день хочешь? Он хочет вами управлять. Что он хочет? Он хочет вами управлять, также обманывать. Типа, если даже он появится, будет вам басни рассказывать, что типа вкладываться будет, да, но это все обман. Он просто потерял над вами контроль, он хочет вернуть этот контроль любым путем. Наобещать вам того, чего он не сделает. А скажите, пожалуйста, ваш ответ на его позицию. А вы его не видите, понимаете как? На сегодняшний день, кстати, у кого-то, возможно, происходят суды, какие-то дела. И я вам вообще даже скажу, если судов даже и нет, вы, женщина, показали, что на сегодняшний день вы не нуждаетесь. И вы не будете ничем жертвовать ради этого мужчины. Вы с ним по справедливости. Вы, женщина, показываете то, что я красива, я самодостаточна, у меня все есть. Но с тобой я в такие сложные здесь отношения. Здесь вы на него категорично настроены. Вы ему показываете, что больше ничем жертвовать ради него ничего не будете. Вы с ним по справедливости. И он видит то, что на сегодняшний день он никак не может на вас повлиять. Вы вынесли какой-то ему приговор, и вы не собираетесь его прощать.
Вы не нуждаетесь в нем. А его реакция на ваши действия, какова его реакция? Ему позиция это не нравится ваша. Он вообще, он не знает, что за игру вы ведете. Понимаете как? Он бы вообще мечтал бы опять вас заманить в это болото, наобещать вам, да? Опять, чтобы вы здесь были как дура, да? Ничего не видели, не слышали, и вам их хочется играть. Но он понимает то, что вы на сегодняшний день от него закрыты, здесь у вас тупик, здесь вообще никакого продвижения нет, здесь как болото. Он понимает то, что с вами игры закончились, здесь все. Так. Какая она в твоих глазах? Какой ты ее видишь? Какой он в ваших глазах на сегодняшний день? Знаете что? Он в ваших глазах омерзевшая скотина, да? Который думает только о себе. Это тот, который, может быть, вас оставил когда-то. Здесь еще, знаете как, между вами однозначно здесь расстояние есть, да? Он для вас такой, который... Вы ему здесь не верите однозначно. Он вам пытается здесь демонстрировать, что он такой звезда, что ты мне не нужен, что я тебя оставляю. Но это опять его манипуляция. Он в ваших глазах просто чмо болотное, который думает только для себя, ну, по поводу себя, да, для своего комфорта, который, это, знаете, как на минимальном уровне, да, который, может быть, вкладывался здесь, копеечку вложил, а с вас, знаете, как сколько здесь требовал. Помимо этого, он демонстрирует вам, что у него все замечательно, что он доволен своей жизнью. Может быть, он вам показывает, что у него как будто какая-то мечта осуществилась, что у него все замечательно. А какая вы в его глазах? Вы в его глазах непонятная. Может, он знает то, что... если вы любовница, то, конечно, вы для него потеря. Здесь он в вас разочаровался, то, что потерял эти отношения, здесь на вас куча обиды, что вот не сложилось так, как он хотел, что вы на сегодняшний день очень поступаете мудро по отношению к нему. Вы скрываетесь, он даже не знает, вы настолько на сегодняшний день закрытая, он даже вас считать не может. Вы в его глазах та, которая в нем разочаровалась, закрылась, и он ничего от вас не знает. Но я вам еще скажу так, вы для него все равно та женщина, которой он испытывает чувства, все равно он бы хотел быть с вами, быть вместе, да, и он видит в вас настоящего партнера. Кстати, для кого-то, может быть, тут, не знаю, может, он думает, то, что вы занимаетесь магией, да, обладаете какой-то силой там. Так, что бы он сейчас вам хотел сказать? Что бы вы ему хотели бы ответить на это? Знаете что? Что бы он хотел бы вам сказать? Что он ничем не готов жертвовать, что он здесь, скорее всего, очень жадный мужчина. Он говорит о том, да, он все равно в вас нуждается. Здесь, скорее всего, он, как говорю, да, минимально в вас вкладывался, да. Он все равно хочет вами здесь управлять, но здесь опять через хитрость. Помимо этого, ничем жертвовать ради вас он не хочет. Он просто, вы знаете, как он, да, он к вам испытывает интерес, чувства здесь есть, влюбленность есть. Да? Он не готов вас отпускать. А вы на что ему говорите здесь, отвечаете? Пошел ты нахрен, я тебя раскусила. Да? Теперь я от тебя независима. Я тебя побаиваюсь, вы все равно с оглядкой назад. Вы ему говорите, я тебя раскусила, что ты дьявол. Я была с тобой в созависимых отношениях, теперь у тебя это не получится. Вы стали намного здесь решительной. Та женщина с кем здесь, знаете как, если вы выбрали путь, с вами спорить бесполезно. Он это видит, вы от него скрываетесь, этого мужчину не подпускаете, вы выстроили здесь, он, понимаете, я вам скажу, вас побаивается. Здесь он натворил делов с вами, ой-ой-ой, почему вы на сегодняшний день проявляете, он видит вас очень сексуальную, красивую женщину, да, помимо этого, которая манит его, соблазн для него. Но когда-то вы в нем нуждались, вы были повязаны с ним, но на сегодняшний день вы его выбрасываете из своей жизни. Вы ему говорите, что такой козел мне не нужен. Так, что ты хочешь от этой женщины? Что ты хочешь? Он хочет вас победить. Понимаете, здесь мужчина с завышенным эго. Он хочет вам доказать, что он прав. Он правду свою не признает. Он хочет быть победителем. Он хочет быть ярким. Опять затмить вас. Но я так понимаю, почему здесь у него завышенное эго, да. Помимо этого, вы его чем-то здесь задели. Что он как будто с вами соревнуется. Вот именно вы, не другая женщина. А именно вам хочет он доказать. Понимаете как? Даже может приехать, показать, какой он красавчик, что у него все хорошо. Видите как? Он от вас, знаете, что хочет, чтобы вы его завоевывали. Понимаете, как тешили здесь. А он будет вас решать, что с вами делать. Что ты еще хочешь от этой женщины? Чтобы вы перестали думать, что с ним уже все покончено. А я так думаю, вы отрезали. Он конкретно от вас что хочет, чтобы вы заполнили его пустоту.
Вы для него потеря. Когда вы были рядом, я так понимаю, вы его наполняли, у него шли деньги, дела шли, да, и он себя чувствовал наполненным. Он за счет вас опустошал, да, вот вы с ним были как калека. Но помимо этого он себя чувствовал здесь уверенным, красивым мужчиной, да, которого хотели, любили. Но вы ему нужна здесь чисто как ресурс. Без вас он себя чувствует, знаете, как калека бесконечности. У него могут быть финансовые потери, не везет в личной жизни, его никто так не наполняет, как вы. Зачем тебе еще нужна эта женщина? Зачем нужна? Понимаете как? Он все-таки считает, да? Он не признает свою ошибку. Он мог с вами здесь поступить как последняя тварь, скотина, да? Что он конкретно хочет? Чтобы вы, несмотря на то, что он с вами здесь сделал, отказался от вас, выбросил, да? Обиделся на вас, но чтобы вы пришли, просили у него прощения, пришли к нему на примирение. Может быть, у кого-то там, чтобы брак сохранился, да? Почему у него очень сильная на вас обида? Может быть, потому что у вас в жизни все хорошо, а у него не сложилось так, как он хотел. Что ты еще от этой женщины хочешь? Он хочет опять, понимаете как, чтобы вы боялись его потерять, чтобы вы признали, что он ваш мужчина, что он ваш шанс, чтобы вы опять беспокоились за него, что вот такого мужчину растеряли, что вот вы такая дура, такого мужика потеряли и мучились всю жизнь, чтобы вы, понимаете как, здесь чистой воды идет манипуляция. Он на самом деле без вас страдает, да? Почему? Потому что вы его обесценили как мужика. Он для вас не мужик, а здесь пустое дерьмо, понимаете, которое воняет, и вы уже не знаете, как от него, куда избежать. И он понимает, да, что, видите, как себя преподносит как шанс, а на самом-то деле он понимает, что вы его даже в качестве мужика не рассматриваете. Он мучается, а вы уже отмучились, вам уже избавления здесь хочется от него, исцеления хочется. Он на самом деле видит в вас шансов, а вы шанс здесь не даете. И видите как, у вас здесь идет борьба, что здесь демонстрация друг друга, только вы уже не демонстрируете, а он демонстрирует. Типа вот на тебе, пока, посмотри, какой я ценный. А что вы на это отвечаете? Знаете что? Вам не нужны эти отношения, он просто видит это. Может быть, это был ваш какой-то партнер стабильный, да? Может быть, семейные были отношения. Вы просто от него отходите, вы показываете, что все, у вас к нему все умерло. Соответственно, вы от него охладели, вы увидели свет в конце туннеля, но без него. Вы защищаете свои границы, здесь выстроили, вы знаете как. Вы вообще не желаете этого мужчину к себе подпускать. Вы на сегодняшний день отшельник, да? Вы холодны, он вам не интересен. Вы идете своим путем. И я вам скажу, с этим мужчиной вы очень помудрили, здесь у вас мудрость. И вы понимаете, что этот мужчина вами пользуется, хочет от вас. Почему? Потому что, когда он был с вами, у него, понимаете, я не знаю, может быть, это ваш супруг, либо что было у вас, такие надежные отношения, когда вы полностью исполняли все его мечты, которые он хотел, но при этом вы себя чувствовали, как вот, знаете, как вот использованные, что вы ему давали все, а он здесь просто наглел, и вам просто это надоело, вы его выбросили, и вы пошли своим путем, а он это не признает. Что ты хочешь от этой женщины? Он мечтает, чтобы вы прекратили уже, понимаете как, закрываться от него. Он хочет осуществить свои планы. Какое-то он принял решение, какое-то принял решение в отношении этой женщины. Все-таки, знаете как, я так думаю, что вы на сегодняшний... Он решил вас на сегодняшний день, да, если были семейные отношения, либо какие-то отношения, да, здесь, ну, больше, наверное, как семья, либо, может, мужчина, жена. Вы друг друга на сегодняшний день копируете, да, зеркалите. Вы на него зла, и он также. Он на вас очень сильно злится. Очень сильно. Почему ты на эту женщину злишься? Потому что вы шансов не даете ему. Не даете никаких продвижений. А ему тяжело без вас. Понимаете, с вами тяжело и без вас тяжело. Вот так вот. Что ты еще от этой женщины не хочешь? Примирение, может быть, знаете как. Да, он хочет с вами опять какие-то отношения выстраивать. Мира с вами хочет. Понимаете? Даже если там, ну, если вы не сойдетесь, то хотя бы какого-то минимального общения. Он просто хочет с вами помириться. А вы хотите с ним мириться, интересно? Нет, вы не готовы, вы уже все, вы императрица, и вы покидаете эти отношения. Он для вас неудачник, мудак. Это тот человек, который причинил вам боль. Но за счет этой боли вы научились уважать себя, и он прекрасно понимает, что вы его никогда не простите. Он для вас неудачник, послали вы его лесом и навсегда. Вот такой у нас был сегодня расклад. Так что жду вашей обратной связи. Всех благодарю. Никуда я не пропадала. Было много работы. Кому нужен личный расклад, обращайтесь.